Мэр Москвы выступил против Путина, заявление о поддержке Украины и призыв сжечь российскую столицу. Третий раз за 5 дней дроны прорвались в самый защищенный город России. Подрыв административного здания, теракт в центре Киева пошел не по сценарию. Срочная эвакуация агентов ФСБ. Точка невозврата пройдена. Самые преданные сторонники Кремля собрались бежать. Друг Путина госпитализирован. Экстренное обращение к главнокомандующему. Премьер-министр вынужден уйти. Решение о передаче власти. Об этих и других событиях к вечеру понедельника, 22 июня. Вечер понедельника с новостями Нехта – это правильный способ закрыть первый день рабочей недели. В студии Олесь Корниенко. Мы начинаем. Ни дня без атаки на Крым. В Армянске беспилотники поразили здание пограничной службы ФСБ рядом с местным железнодорожным вокзалом. После серии взрывов там вспыхнул сильный пожар. Очевидцы также сообщали о повторной детонации и запахе гари по всему городу. Но армянском дело не ограничилось. Была атакована Таврическая ТЭС под Симферополем. Сообщалось о работе российской ПВО. Взрывы гремели и в Феодосии. В части города пропало электричество. Накануне украинские дроны ударили по нефтебазе в Крыму, парому Панагия и самой переправе в Керчи. После этого оккупационные власти полуострова перекрыли этот путь и полностью остановили продажу топлива гражданам и бизнесу. Кроме того, как сообщил сегодня телеграм-канал Супернова Плюс, в результате вчерашнего удара поражен автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий». Судно обеспечивало перевозку грузового автотранспорта и пассажиров между портами Краснодарского края и Крыма. Старый соратник Путина выступил против войны. В телеграм-канале мэра Москвы появились неожиданные откровения. «Москва будет гореть! Слава Украине!» Сотни подобных сообщений потоком появлялись в аккаунте Сергея Собянина. Некоторые я процитировать не осмелюсь. А еще ссылки на сбор средств для украинской армии. И все это на глазах у удивленных подписчиков. Всего таких сообщений насчитали более 500. Позже все они были удалены, однако никаких объяснений произошедшему так и не последовало. Может, это был не взлом, а приступ миролюбия у Сергея Собянина? Как думаете? Через некоторое время Собянин не то вернул контроль над своим телеграм-каналом, не то совладал с нервами, но новые сообщения в его канале также не были оптимистичными. Давний ставленник Путина признал, что столицу России снова атакуют дроны. На этот раз в канале появились и уже пару десятков сообщений о десятках украинских БПЛА. В сетях появилось множество видео с подтверждением. Проблемы быстро накрыли аэропорты в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском, временно ограничили прием и отправку рейсов. Столица России подверглась массированной атаке беспилотников уже в 3-й раз за последние 5 дней. В Минобороны России отчитались о более чем 300 беспилотниках, уничтоженных за ночь над разными регионами страны. В оккупированном Бердянске после удара беспилотников вспыхнул пожар в районе железнодорожного вокзала. О массированной атаке дронов и работе ПВО сообщалось и из Брянской области. По данным сообществ, среди возможных целей в регионе так же, как и в Бердянске, была железнодорожная инфраструктура. Захватчики продолжают убивать украинцев целыми семьями. Очередное преступление совершено в Сумской области, в Зноб-Новгородской общине. Российский беспилотник ударил по частному дому. В результате погибли 13-летний мальчик, его отец и бабушка. Мать, 10-летний брат и 13-летняя сестра ребенка получили ранения. Накануне в той же области российские войска обстреляли жилой район Глухово. Тяжелые ранения получила 14-летняя девочка, а в Шосткинском районе оккупанты нанесли повторный удар по спасателям, которые тушили пожар после предыдущей атаки.
Черном море Россия атаковала сразу несколько торговых кораблей. Самый тяжелый удар пришелся по турецкому сухогрузу «Викторес» под флагом Панамы. После атаки беспилотника на борту вспыхнул пожар. Погиб 58-летний гражданин Египта, работавший поваром. Остальных членов экипажа удалось эвакуировать. В ту же ночь под удар попали еще 2 гражданских судна под флагами Палау и Белиза. К счастью, там обошлось без жертв, а поврежденные корабли смогли продолжить путь. Ультиматум Зеленского превратил вояк Лукашенко в голубей мира. На смену риторики в Минске обратил внимание портал «Зеркало». Напряжение, вы правильно отметили, оно есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных там угроз и обещаний что-то, чего-то сделать. В этом плане вот вы тактику заметили? Нет, здесь надо смотреть на стратегию. И стратегию четко определил наш президент. Вот военного смысла втягиваться нам в конфликт или чтобы, или нас, как говорят, хотят втянуть, его нету. Слова совсем. Конечно же, мы наблюдаем за происходящими. Конечно же, определенные силы мы содержим на границе, но это в минимальном объеме для того, чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с нашими пограничниками. Похожее заявление сделал и госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович. Кроме того, главное пропагандистское агентство режима Белта привело старую цитату министра иностранных дел России, но только миролюбивую его часть, вырезав угрозы. Свое «извиняюсь» пусть он оставит при себе. Оно не работает после первого дня начала войны. Сам Владимир Зеленский накануне снова повторил свой ультиматум. В интервью телеканалу ТСН президент Украины заявил, что ждет от Лукашенко конкретных шагов. Шаг номер 1. Никакой технической поддержки. Прямая поддержка ретрансляторов. Выключить, снять и показать нам, что они сняты. И мы закрыли этот вопрос. Зеленский подчеркнул, что предупреждения Минску передавались неоднократно, однако реакции не последовало, поэтому вопрос решили вынести в публичную плоскость. Теперь, по словам президента Украины, у Лукашенко есть неделя. Если ретрансляторы не будут демонтированы белорусской стороной, Украина готова сделать это самостоятельно. Как думаете, Лукашенко будет надувать щеки или все-таки прислушается к мнению Зеленского? Старый подельник Путина оказался в больнице, и речь идет о том самом Илье Трабере. По данным канала ВЧК ОГПУ, состояние здоровья авторитетного бизнесмена резко ухудшилось. Сейчас рассматривается вопрос о его помещении в реанимацию. Диагноз и подробности собеседник не знает. По его словам, Трабера доставили в военный госпиталь ФСБ на Щукинской под усиленной охраной. Примечательно, что сразу после ареста бизнесмена заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков в своей статье процитировал слова, якобы сказанные Трабером во время следственных действий по телефону неизвестному абоненту. Все кончено. Решение по мне принято. Я знаю, что умру в тюрьме. Позаботься о семье. Имя Трабера хорошо известно в российских бизнес- и криминальных кругах. По сообщениям российских СМИ, в 90-х он был связан как с семейством Собчака, так и с самыми влиятельными криминальными группировками Санкт-Петербурга. Трабер – единственный криминальный авторитет, связь с которым публично признавал Путин. Теракт в центре Киева. Этот сценарий удалось сорвать. СБУ и нацполиция задержали 2 мужчин, которых подозревают в работе на российскую ФСБ. По версии следствия, они заминировали административное здание в центре столицы. Взрывное устройство должно было поджечь генератор и вызвать мощный взрыв. Подготовкой теракта занимались завербованные ФСБ жители Киева. Один из них – мобилизованный военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. Другой – столичный маркетолог. После выполнения задания подозреваемые попытались скрыться. Они сели на поезд в сторону Черниговской области и, как утверждают в СБУ, собирались через Беларусь нелегально попасть в Россию. Там им якобы обещали работу в структурах ФСБ. Следствие также утверждает, что перед этим агенты выполняли другие задания российских спецслужб, включая сбор данных о военных объектах. Теперь обоим грозит пожизненное заключение. Политический шторм в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке.
Сегодня утром я поговорил с Его Величеством Королем, чтобы сообщить ему о своем решении. Я останусь на посту премьер-министра до завершения выборов и сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти. Стармер уходит после тяжелых поражений лейбористской партии на местных выборах и на фоне падения популярности правительства. Все больше британцев поддерживают правопопулистскую партию Reform UK Найджела Фараджа, которая сейчас лидирует в вопросах. Главным претендентом на пост нового премьера называют Энди Бёрнема, бывшего мэра Большого Манчестера. В лейбористской партии надеются, что именно он сможет остановить отток избирателей и вернуть доверие к власти. Если кандидатура Бёрнема будет утверждена, Великобритания получит уже 7-го премьер-министра за 10 лет. Для страны, которая привыкла гордиться политической стабильностью, это выглядит весьма тревожным рекордом. Просто там горело что-то. Может, осколки подожгли что-то. Крым трясет не только от взрывов. Возле полуострова зафиксировали сразу 5 землетрясений. Толчки начались в 5 утра и продолжались почти до 9. По данным украинских сейсмологов, подземные толчки произошли в Черном море на глубине около 24 километров. Самое сильное землетрясение достигло магнитуды 4,2. Специалисты относят такие землетрясения к категории ощутимых. То есть жители могли почувствовать вибрацию, хотя серьезных разрушений при такой силе обычно не происходит. Может, природа на что-то намекает оккупантам? Мы находимся в тяжелейшем состоянии. Даже у самых преданных сторонников Кремля не выдерживают нервы. Муж известной сторонницы агрессии, певицы Виктории Цыгановой, неожиданно обрушился с критикой на российских военных и власти. Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, что связано с рэбом, у нас управлял этим унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Вот эта оговорочка по Фрейду получилась у Цыганова. Как думаете, они все-таки победят или все-таки побегут? Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.